Салют, друзья! С вами Армен, это гид гитарного звука, и в этом ролике мы начнем обсуждать, как найти свой звук. Поехали! Так как тема довольно обширная, а растягивать хронометраж видео не хочется, мы решили сделать серию из 8 роликов, чтобы рассказать необходимый минимум. Называться она будет скромно, по-домашнему «Курс молодого творца». Данный эпизод станет не только оглавлением серии, но и знакомством с нашим видением предмета и терминологией, необходимой для понимания всего, о чем будет идти речь. Для начала рассмотрим 3 ключевые характеристики гитарного сигнала. Первая – тембральная. Ее мы будем описывать при помощи АЧХ или амплитудно-частотной характеристики. Как правило, это будут низ, середина и верх. Вторая характеристика – громкостная, и третья – степень искажения. Они тесно связаны друг с другом, и для упрощения их понимания сравним гитарный сигнал с водой. Громкость будет объемом воды, а степень искажения – температурой нагревания. Например, представим 3 усилителя мощностью 25, 50 и 100 Вт, как 3 емкости с водой 25, 50 и 100 литров соответственно. А педаль перегруза с заданными настройками как нагреватель с заданной мощностью. 25 литров он нагреет до одной температуры, 50 литров до чуть меньшей и 100 литров еще до меньшей. Так и педаль перегруза в 3 разных усилителя прозвучит совершенно по-разному. Тембральная краска останется, а громкость и степень искажения будут меняться. И наоборот, если в перегруженный канал усилителя включить фуз с высоким коэффициентом усиления, гитарный сигнал будет запираться, подобно воде, которая испаряется, достигнув температуры кипения. Гитарное звучание наших любимых треков – это грамотно обслуженный и записанный сигнал, погруженный в определенный музыкальный контекст. И важно помнить, что гитаре, как и любому другому инструменту в коллективе, отведены свои пространства и функции. Таким образом, ваше идеальное звучание должно нравиться не только вам, но и учитывать музыкальный контекст вашего коллектива. Например, если записи гитариста Тома Морелло из Rage Against the Machine попытаться посадить в микс записи Джеймса Брауна, это вряд ли сработает. Далее обсудим предложенную цепь, по которой должен пройти наш сигнал, а заодно узнаем темы будущих роликов серии. Первый эпизод будет посвящен гитарам, обсудим, как на звук влияют породы дерева, конструкция крепления грифа, звукосниматели и тип бриджа. Во втором эпизоде поговорим про усилители, из чего они состоят и как важны используемые кабинеты, а при записи и микрофоны. В третьем эпизоде отдельно обсудим преампы, оконечники, капсимы, спексимы и плагины, эмулирующие усилители. В четвертом ролике поговорим про важность кабелей, буферов, эквалайзеров, дебоксов и техники записи Wet-Dry и Wet-Dry-Wet. В пятом ролике обсудим грязевые педали, название это я придумал, там у нас будут бустеры, овердрайвы, дисторшены и фузы. В шестом ролике обсудим педали модуляции, это будут хорусы, фленджеры, фейзеры и так далее. И в седьмом ролике поговорим о пространственно-временных эффектах, такие как реверб и дилей. Когда мы закончим обсуждать ключевые особенности каждого из элементов в рамках серии, вы сможете самостоятельно анализировать гитарные цепи любимых музыкантов и определять для себя, что именно в их звуке вас зацепило. Если вы только начинаете играть и совсем не знаете, с чего начать, рекомендую выбрать одного самого любимого гитариста и оттолкнуться от связки гитары и усилитель, который он использует. Понятно, что, скорее всего, это будут дорогие инструменты топового уровня, которые не по карману начинающему. Но, благодаря приобретенным знаниям, будет легко подобрать доступный вариант с похожими ключевыми характеристиками. И в заключении совет. Не стоит рассчитывать,
что найти свой звук получится быстро, с первого или второго раза. Обязательно надо пробовать разные гитары, усилители, педали, анализировать, что нравится, что не нравится, чем заменить то, что есть, чтобы приблизиться к желаемому результату. А чтобы все эти поиски были легче и веселее, присоединяйтесь к нашему сообществу. Мы всегда будем рады помочь найти ответы на самые запутанные вопросы, пообщаться и поделиться опытом и знаниями. На сегодня на этом все. В следующем выпуске поговорим о гитарах. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. До новых встреч в прямом эфире. Пока! Так как тема довольно обширная тема обширная. Данный ролик мы решили сделать серию из 8 роликов, чтобы рассказать. Нечего объяснять. Он сделал это.